Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу универсальную модель сумки, которая никогда не выйдет из моды. Прекрасно как пляжный вариант или городской вместительный шопер. Не потребуется дорогостоящей фурнитуры, нужна только пряжа. Я использую шнур Карамель от пряжа Центр. У них появился новый объем мотка в 200 метрах 500 грамм, толщина нити 5 миллиметров. Ранее мотки были по 75 метров. По ходу видео я расскажу, как поместиться в один моток пряжи и получить готовое изделие. Сумочка будет очень яркая и модная. Также я приготовила сантиметровую ленту. На каждом этапе вязания озвучиваю количество рядов, петель и размеры заготовок в сантиметрах. Мне потребуется 9 маркеров, ножницы и крючок. Вязать я буду крючком 4,5 мм. Все необходимое для создания сумочки вы сможете приобрести по ссылкам, которые я оставляю для вас в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. В основе сумки лежит круг, поэтому создаю кольцо. Набрасываю нить на ладонь, оборачиваю, минуя мизинец, вставляю крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. Провязываю 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Готово. Далее в это кольцо мне нужно провязать еще 10 столбиков с одним накидом. В общей сложности с подъемным получится 11. Первый накид в кольцо, второй, третий и так далее. Теперь плотно стягиваю кольцо, чтобы круг замкнулся. И делаю соединение. Немного вытягиваю петлю, вынимаю крючок. Вставляю крючок с изнанки в первую кромочную косу. Она находится между первым и вторым столбиком. Увожу вытянутую петлю на изнанку и подхватываю крючком край начала, фиксируя эту петлю. Готово. Выворачиваю круг. Теперь буду вязать второй ряд. У меня в первом ряду 11 столбиков и 11 кромочных петель. Во втором ряду я сделаю добавление в каждую точку. Делаю накид с помощью рабочей нити. Вставляю крючок за обе дужки кромочной петли и провязываю основание первого столбика и одну воздушную. Готово. В эту точку, она первая, я сделаю добавление в конце ряда. Следующая точка – накид, столбик с одним накидом. Еще один накид в эту же точку. Провязываю столбик с одним накидом. Готово. Следующая точка. Накид. За обе дужки кромочной косы провязываю столбик с одним накидом. Первый. В эту же точку второй. Так двигаюсь по кругу. В каждую точку провязываю по 2 столбика. 10 добавлений уже сделано, и последняя добавка приходится на первую точку. Накид и провязываю последний столбик с одним накидом. Соединение делаю точно так же. Вытягиваю петлю, вставляю с изнанки крючок в первую кромочную косу, петлю увожу на изнанку, подхватываю край начала и фиксирую. Готово. Выхожу на третий ряд. Накид. В первую точку третьего ряда провязываю основание столбика и воздушная петля. Готово. Далее добавления пойдут через точку. Здесь можно подхватить край начала и ввязать его в полотно.
провязываю столбик с одним накидом в следующую точку и сразу сюда же делаю добавление, провязываю еще один столбик. Готово. Снова одиночный столбик, то есть столбик без добавления, одна петля, один столбик с накидом. И в следующую точку делаю добавление, то есть в одну точку провязываю 2 столбика с одним накидом. Так по кругу чередую. Обращаю ваше внимание. 1, 2, 1, 2. Не довязываю до конца ряда 4 точки. Продолжаю чередовать. Я не довязала 4 точки. И у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 добавлений. Ряд заканчивается добавлением. Здесь сейчас 2 воздушные петли для петли подъема. И мне нужно на следующий ряд маркировать 9 точек и в следующем ряду провязать тоже 9 добавлений. Я маркирую их так, чтобы они не попали над добавкой прошлого ряда. Между здесь на одинаковом расстоянии в следующем и каждом последующем количество точек между добавками будет увеличиваться на 1. Вот в следующем ряду у меня 2 точки между добавлениями, и я вставляю, соответственно, в каждую точку маркер. И последнее добавление здесь. Возвращаю крючок, накид. Здесь сразу у основания провязываю столбик с одним накидом. Снова накид, точка маркированная, значит в эту точку провязываю сразу 2 столбика с одним накидом. Первый и сюда же второй. Накид, двигаюсь к следующему маркеру. 2 столбика в 2 точки. Снова удаляю маркер и в эту маркированную точку провязываю 2 столбика, делая добавление. Так дальше продолжаю вязание поворотными рядами. И последнее, 9 добавление. Удаляю маркер, накид, первый столбик и второй столбик в эту же самую точку. Здесь, чтобы края у меня были симметричны, не было провала каждый раз в конце ряда, я провязываю еще один столбик в боковую часть. Вот так они сравнялись. 2 воздушные петли. Здесь по лицу удобно ориентироваться, чтобы добавление не попадало между добавлениями прошлого ряда. Вставляю маркеры на следующий ряд. Здесь уже 3 точки между маркерами. Теперь переворачиваю вязание и продолжаю обратным рядом. Я провязываю во все точки, подхватывая обе дужки кромочной косы. В маркированные точки провязываю по 2 столбика. В каждом ряду количество добавлений не меняется. 9 в прямом, 9 в обратном. Я в конце 5-го ряда удаляю маркер, это 9-е добавление ряда, 2 столбика, маркированную точку. Далее у меня идет кромочная коса, провязываю еще один столбик без накида и снова накид в боковую точку. Вот видите, здесь образуется ступенька. Каждый раз в конце ряда я в боковину провязываю дополнительный столбик. Можно считать это 10-м добавлением, чтобы край шел ровно. 2 воздушные петли. Маркирую 9 добавлений, переворачиваю и продолжаю навязывать. Здесь можно не маркировать, если вам удобно,
а просчитывать. В шестом ряду у меня уже по 4 точки между добавками и так далее. Здесь начинаю ряд каждый раз с первой точки. От количества рядов сейчас будет зависеть размер сумки, но так как мне нужно поместиться в 500 грамм пряжи, эта деталь не должна весить больше 150 грамм. Сейчас у меня провязано 12 рядов. В последнем ряду расстояние между добавлениями 10 столбиков с одним накидом. Количество кромочных точек от этой точки до этой точки 115. Размеры моей заготовки 34 сантиметра. Я переворачиваю деталь, ее лицевая часть с этой стороны, и укорачиваю нить. Нить укорачиваю с запасом. Мне потребуется примерно 5-6 длин края для того, чтобы проложить шов с донышком изделия. Вот на этом этапе сейчас моя деталь весит 150 грамм. Точно такую же вяжу вторую деталь и оставляю там точно такой же запас нити. Пока две основные детали убираю в сторону и перехожу к вязанию донышка. Для донышка набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю рабочую нить и формирую 9 воздушных петель. Пропускаю одну петлю на петлю подъема и в заднюю перемычку буду вставлять крючок, провязывать столбики без накида. Первый столбик, второй в следующую точку. Таких столбиков до конца ряда 8. В конце ряда петля подъема. Можно подхватить край начала и ввязать следующим рядом его в полотно. Эту петлю подъема я пропускаю как точку. В следующую точку за обе дужки кромочной косы провязываю столбик без накида. Так далее у меня 8 столбиков до конца ряда. У этой детали не будет обвязки, поэтому мне нужны тут идеально ровные края. Сейчас покажу, с помощью какой хитрости я их достигну. Вяжу до конца ряда. Здесь последняя точка у меня остается. В нее провязываю столбик без накида и в нее же делаю добавление, то есть провязываю 9 столбик этого ряда. Петля подъема, переворачиваю. Для того, чтобы количество петель в ряд у меня не менялось, я в начале каждого ряда буду пропускать ту точку, которую я добавила в конце ряда. Петля подъема, добавленная точка, в следующую точку провязываю столбик без накида. Снова в ряд столбиков у меня 8. Здесь снова последняя точка. И с этого ряда добавку я буду делать не в эту же самую точку, а провязывать ее в самый край, в самую кромку. Это добавление. 9 столбик. Петля подъема, переворачиваю. Петля подъема, добавленный столбик, в следующую точку провязываю столбик без накида. И так из ряда в ряд. В конце ряда я добавляю 1 столбик, в начале ряда я его пропускаю. Край детали будет идеально ровный с одной и с другой стороны. Навязываю нужное количество рядов. У меня заканчивается 197 ряд. Я провязываю последний столбик, уже укоротила нить с небольшим запасом для того, чтобы проложить этот шов, и вытягиваю ее полностью. Размеры моего донышка: ширина 6,5, почти 7 сантиметров, и длина
соответственно, около 140-145 сантиметров. Эта длина должна соответствовать длине деталей по окружности плюс желаемая длина ручки. Вот сейчас я напоминаю, у меня 115 кромочных петель здесь. Соответственно, от этой детали 115 рядов пойдет на донышко. Остальное ручка. Шов, который я сделаю здесь, будет на дне сумки, в этой точке. Любым способом, подхватывая кромочные петли, я состыковываю эти детали. Можно самым простым стежком, туда-обратно. Подтягиваю и возвращаю нить в исходную точку. Теперь следующая точка. Детали подхватываю за обе дужки кромочной косы с этой стороны и возвращаю в эту точку. Можно с помощью иглы, как вам удобней. Донышко у меня закольцовано, шов проходит по нижней части, я наметила маркерами. От точки до точки у меня 115 рядов. Напоминаю, здесь у меня 115 петель, они должны совпасть. Круглые детали изнанка к изнанке. Здесь у меня запас нити, вставляю в эту точку крючок, подтягиваю нить. Здесь удаляю маркер и вставляю точно так же в эту точку крючок. Хорошенько притягиваю одну деталь к другой, подхватываю рабочую нить и вывожу первую фиксирующую петлю. Далее я буду вставлять крючок в заднюю полупетлю кромочной косы круглой детали и в соответствующую точку по донышку. Провязываю соединительную. Еще раз, дальняя полупетля и деталь дна как будто заходит под круглую деталь. Вставляю крючок напротив каждого ряда. И так далее. Не пропускаю точки по круглой детали и не пропускаю точки по донышку. Шов заканчивается в намеченной точке. И здесь я укорачиваю нить с небольшим запасом, чтобы увести ее по изнанке. Последняя крайняя точка. Небольшой запас. Вытягиваю и делаю здесь соединение. Вот в следующую точку по ручке подхватываю угол круглой детали, увожу нить туда и возвращаю в исходную петлю на изнанку. Точно такой же шов, петля в петлю, проделываю по другой стороне. Моя сумка готова, объемная и очень вместительная. Размеры на выходе 40 сантиметров. По этому видеоуроку вы сможете связать сумку меньшего или большего размера, регулируя это размером центральной части или шириной дна. На мою сумку ушло ровно 500 грамм пряжи, полиэфирный шнур. Все необходимые ссылки оставляю в описании под этим роликом. Сумка имеет широкий и прочный плечевой ремень, удобная и очень практичная. Может послужить пляжным вариантом или городским шопером. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!